Всем привет, дорогие друзья! Сегодня готовим настоящую классику – английские маффины, но не простые, а на домашней закваске. Мягкие, воздушные и очень вкусные булочки. Их не нужно выпекать в духовке, все готовится прямо на сковороде. Получаются очень мягкие, пористые внутри и с аппетитной румяной корочкой снаружи. Можно подавать на завтрак, к чаю, с вареньем, с маслом или делать сэндвичи с любой начинкой. Они идеальны в любом виде. И на мой взгляд, на тесте на закваске эти булочки получаются самые вкусные. Если вы еще не готовили тесто на закваске, у меня есть очень подробное видео, как приготовить закваску, как готовить тесто. Обязательно попробуйте. Приготовление теста на закваске начинаем с подготовки опары. Я достала из холодильника так называемый стартер. Это у меня закваска, которая осталась от приготовления прошлого хлеба. Как видите, я оставляю совсем чуть-чуть закваски. Здесь у меня примерно 50 граммов. Я уже много раз в моих видео, когда я готовлю хлеб на закваске, объясняла, что я готовлю опару и потом использую эту опару для рецепта. И часть опары, которая остается, это уже у меня остается закваска, которую я ставлю в холодильник и из которой потом снова пеку хлеб. Итак, посмотрите, я поставила баночку на весы, обнуляю. Я точно знаю, что у меня здесь примерно 50-60 граммов закваски. И теперь, исходя из того, сколько вам понадобится опары для рецепта, добавляем муку и воду. Мне для моего рецепта понадобится 200 граммов опары. Поэтому я буду добавлять в мою вот эту вот закваску, которая стояла в холодильнике, 100 граммов муки и 100 миллилитров воды. У меня получается опара 100% влажности. Сразу же я добавляю совсем немного цельнозерновой муки. На цельнозерновой муке опара легче подходит. Здесь у меня примерно 7 граммов. И остальную муку уже добавляю пшеничную обычную муку высшего сорта. Причем содержание белка у меня небольшое. Получается 9,5-12. Итак, добавляю муку, чтобы получилось в общей сложности 100 граммов. Снова обнуляю весы и добавляю 100 миллилитров воды. Или фактически 100 граммов. Это у меня просто чистая холодная вода, которую я набрала через фильтр. Снимаю банку с весов и хорошо все перемешиваю. Теперь силиконовой лопаткой я подбираю тесто со стенок баночки, чтобы было видно, как подходит опара. У меня вот здесь обычная резинка, которую я выставляю. И теперь надо подождать, когда опара поднимется. Она должна увеличиться в объеме больше, чем в 2 раза. Потому что хлеб на закваске мы печем, когда опара на пике. И как много раз я уже повторяла в своих видео, опара растет в зависимости от того, сколько вы добавляли муки и воды, а также от того, какая температура в помещении. У меня в помещении очень жарко, примерно 27 градусов, поэтому у меня опара подходит довольно быстро. У меня прошло примерно 5 часов. И посмотрите, как хорошо подошла моя опара. Вы видите, она выросла фактически в 3 раза. На поверхности образовались вот такие пузыри, которые уже начинают лопаться. Это значит, что опара на пике активности. И из нее как раз сейчас надо готовить тесто. Посмотрите, видно даже, как опара дышит. Вот периодически пузыри начинают лопаться прямо на глазах. Вот она живая. И для приготовления теста мне понадобится начинаю замешивать тесто. В миску я вливаю воду. Это обычная холодная вода из фильтра. Здесь у меня 350 мл воды. Я добавляю не всю воду. Примерно миллилитров 20-25 я оставляю для того, чтобы потом добавить соль, чтобы она лучше растворялась. Вот немного водички оставляю. Теперь я добавляю мою шикарную опару. Мне понадобится 200 граммов. Если вы добавите опары чуть-чуть больше, в этом нет ничего страшного. Просто я здесь специально оставляю еще опару, поставлю ее в холодильник. И это будет у меня уже закваска или стартер для следующего хлеба. Как видите, оставляю совсем чуть-чуть. Она сейчас, можно сказать, здесь у меня размазана по стенкам баночки.
Весы я убираю. Вот еще один показатель, что закваска очень хорошая. Она вот так хорошо плавает. Сейчас ее хорошенечко перемешиваем с водой. Как сделать закваску дома? Очень простым способом. Я показываю в видео. Обязательно оставлю на него ссылку в описании. Теперь в миску я добавляю 50 граммов цельнозерновой муки и 450 граммов просеянной обычной пшеничной муки. То есть всего у меня здесь 500 граммов муки. Замешиваю тесто сначала ложкой, а затем домешу руками. Слишком сильно здесь ничего вымешивать особо не надо. Просто посмотрите, чтобы вся мука смочилась водой. И сейчас, как видите, в тесто соль я не добавляю. Сейчас у нас проходит так называемый процесс аутолиза, для того, чтобы хорошо развилась клейковина. Миску я закрываю пленкой. У меня это вот такая шапочка для душа, чистая, новая. И оставляю тесто отдыхать где-то минут на 30-40. И, друзья, я очень рекомендую, записывайте все процессы, которые вы делаете, потому что тесто впоследствии нам надо будет вытягивать 4 раза, и чтобы не запутаться по времени, я всегда записываю. Вот, допустим, у меня сейчас первый замес аутолиз я сделала в 16:30. Просто пишу замес аутолиз. И потом я запишу, когда я буду добавлять соль и когда я буду вытягивать тесто. У меня прошло полчаса, но я сразу еще раз повторю, у меня очень жарко в помещении, у меня почти 27 градусов фактически дома. Поэтому если у вас в помещении более прохладно, возможно, вам надо, чтобы тесто постояло и отдохнуло где-то минут 40-50. Сейчас добавляю соль, здесь у меня 11 граммов соли и выливаю оставшуюся воду прямо на соль, чтобы она растворилась. И вот таким образом вмешиваю соль в тесто. И чтобы оно стало таким однородным. Если хотите, можно замешивать тесто в тестомесе. Итак, я вот таким образом все вымесила. И теперь оставляем тесто отдыхать. И затем будем его вытягивать. Закрываю миску пленкой и сразу записываю время. То я сделала замес с солью. И теперь вытягивать тесто я буду через полчаса. У меня прошло полчаса, и сейчас буду вытягивать тесто первый раз. Я взяла чистую воду. Посмотрите, тесто уже начинает хорошо бродить. Вы видите, уже здесь образовываются пузыри воздуха. Руки окунаю в воду, немного подбираю тесто со стенок миски и начинаю его вытягивать. Просто вот таким образом тяну, насколько оно позволяет, и складываю. Вытягиваю тесто с 4 сторон. И таким образом вытягивать и складывать тесто надо будет 4 раза с интервалом в 30 минут. Это у меня был первый раз. Я сразу запишу, что я вытянула тесто первый раз. Я уже всего 3 раза вытянула тесто. И мне осталось вытянуть последний, 4-й раз. Обратите внимание, как уже подошло тесто. Как оно замечательно выглядит. Хорошо бродит. И оно здорово увеличилось в объеме. Вытягиваю тесто 4-й раз. Оно такое пышное. Старайтесь тесто не порвать. Тяните его столько, сколько оно тянется, не больше. И теперь тесто я оставляю для брожения примерно на 1 час. Еще раз повторюсь, очень важна температура в помещении. Если у вас прохладно, тогда оставляйте тесто примерно часа на 1,5, а может быть и на 2. У меня прошел примерно 1 час. И вы только посмотрите, какое чудесное тесто. Оно просто живое. Очень хорошо увеличилось в объеме. Вы видите, сколько здесь пузырьков воздуха. И я вам рекомендую тоже смотреть дома, как выглядит тесто, и определять, надо ему еще немного постоять на брожении или нет. Или можно уже из него формовать хлеб или булочки. Вот так оно должно выглядеть. Подготовлю противень, куда я буду выкладывать сформованные булочки. Высыпаю на противень муку, примерно 2 столовые ложки. И также сюда я добавляю манку, потому что традиционно эти английские маффины надо обваливать в манке, либо в кукурузной муке. У меня манка очень мелкая, и я сейчас ее перемешиваю с мукой. И вот таким образом распределяю по противню. Как видите, я делаю так довольно много вот этой посыпки, потому что тесто на закваске, оно такое довольно прилипучее. Сейчас я стол также присыпаю мукой, причем так тоже довольно щедро. И выкладываю сюда мое тесто. Миску просто переворачиваю. Тесто должно само выйти из миски. Видите, миска абсолютно чистая.
Это еще один показатель, что тесто очень хорошее. Сейчас я его вот таким образом немножечко растягиваю и буду делить на 8 частей. У меня будет 8 таких довольно крупных булочек. Если вы хотите, можно разделить на большее количество частей, например, на 10, тогда булочки будут чуть поменьше. Каждый кусочек теста у меня получается примерно по 135 граммов. Я вот таким образом подворачиваю все внутрь и пока оставляю вот этот колобочек теста отдохнуть. И делаю следующий колобок. Также все подбираю внутрь и оставляю. Я делаю так называемую сейчас предформовку булочек. Просто формирую вот такие шарики. Видите, пузыри воздуха образуются. Их пока надо убрать. Все заготовки я сейчас накрываю сверху полотенцем и оставлю отдохнуть минут на 10. И теперь я заканчиваю формовку булочек. Посмотрите, я беру кусочек теста и вот таким образом я его еще немного округляю и как бы натягиваю. Подтягиваю к себе, чтобы сверху образовалось такое небольшое натяжение. Само тесто получается немного вот таким липким. Итак, в итоге получается вот такая булочка, вот такой колобочек. Теперь я беру противень с мукой и манкой и прямо сюда вот таким образом выкладываю тесто и переворачиваю его. Как бы со всех сторон его обваливаю в муке с манкой и выкладываю. Беру следующий кусочек теста, убираю излишки муки, подкатываю его и делаю вот такое натяжение. Втягиваю тесто. Видите, как надуваются пузыри, я их пока лопаю. После того, как тесто подтягиваете, оно становится еще таким липковатым. Если вы чувствуете, что руки немного прилипают, можно их слегка окунуть в муку. Но слегка. Здесь сейчас очень важно, чтобы тесто было таким достаточно липким, чтобы когда вы его перекладываете в муку с манкой, чтобы манка прилипла. Выкладываю на поднос и обваливаю в муке с манкой со всех сторон. Выкладываю рядышком. Вот такие шикарные булочки. Я выкладываю булочки обязательно швом вниз. Если у вас здесь осталось достаточно много манки с мукой, в этом нет ничего страшного. Их можно потом использовать для другого рецепта или тоже для присыпки хлеба. Я просто не люблю, когда потом тесто прилипает, поэтому использую достаточно много. И эти булочки можно выпекать по-разному. Сделать им теплую либо холодную расстойку. Конечно, для теста на закваске лучше всего холодная расстойка, когда вот сейчас мы должны накрыть тесто полотенцем, пленкой и отправить в холодильник минимум часов на 8. Но у меня так получается, что завтра нет времени, поэтому я хочу испечь булочки сегодня, поэтому буду делать теплую расстойку. И сейчас я просто накрываю тесто полотенцем и оставляю его постоять примерно на 1 час. У меня прошел примерно 1 час. Посмотрите, как великолепно подошли булочки. И сейчас можно их уже выпекать. И причем эти булочки обычно выпекают на сковороде, не в духовке. Это главная отличительная черта английских маффинов. Я включаю разогреваться сковородку. Делаю огонь чуть ниже среднего. Обязательно берем сковородку с толстым дном. И также обязательно понадобится еще плотная крышка, чтобы маффины хорошо поднялись. Аккуратно лопаточкой берем булочку. Муки можно немного стряхнуть. Выкладываю тесто на сухую сковородку. Закрываю сверху крышкой и на небольшом огне готовлю примерно 6-7 минут. Даже под крышкой видно, насколько увеличилось тесто в объеме. Булочки очень хорошо растут. У меня прошло около 3 минут. Как видите, образовывается довольно много конденсата. Я крышку поднимаю и протираю ее бумажной салфеткой. И сразу же немного просмотрю булочки, проверю. Главное, чтобы они пропекались равномерно. Закрываю крышку. У меня прошло примерно 6 минут. И я аккуратно булочки переворачиваю. Снова закрываю крышкой. И готовлю еще примерно 5-6 минут. У меня опять образовался здесь конденсат. Протираю крышку салфетками. Вот эту муку, которая здесь сверху, можно потом счистить кисточкой. Излишки вот этой муки. Но она на самом деле получается очень вкусная. Она придает такую пикантность этим булочкам.
Я еще раз переверну булочки. Хочу, чтобы они с той стороны чуть больше подрумянились. Посмотрите, какие они получаются классные. Закрою крышкой. Еще буквально пара минут. И булочки уже готовы. Я сейчас их буду снимать со сковородки. Посмотрите, как они хорошо подрумянились. Они уже полностью готовы. Такие легкие, пышные и воздушные. Выкладываю булочки на решетку. Оставлю их остывать. Убираю салфеткой со сковородки обсыпавшуюся манку и муку. И, конечно, я сразу буду печь вторую партию. Если хотите, аккуратно можно смести излишки муки и манки с обратной стороны теста. И точно так же пеку, как и предыдущие. С одной стороны примерно 6-7 минут и затем с другой примерно 5-6 минут. Все маффины испеклись. И они получаются просто великолепные. Такие классные, пышные, воздушные. Маффины еще горячие. Курочка хрустящая. И сейчас я покажу, как обычно разрезают эти маффины. Делают это не ножом, а вилкой. Вот так вот прокалывают посередине. Проходимся по кругу. Тесто просто как пух. И теперь булочку просто разрываем. Посмотрите, какая красота. Какое пышное, пористое тесто. Масло тает на теплой булочке. Булочки получились просто потрясающие. Такие хрустящие снаружи, нежные и пористые внутри. А я желаю всем приятного просмотра и приятного аппетита. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь на мой канал Люда Изикук «Позитивная кухня». Всем пока!